Всем привет, это канал о моде и стиле Гоши Карцева, а я Гоша Карцев. И сегодня будет несколько разборок у нас здесь за этим столом, потому что у нас в гостях главная цветоведьма этой страны Катя Клэп. Но сегодня Хэллоуин почти что. Мы в черном. Ведьмой могу быть. А цвета ведьмой можешь быть? Я вообще узнала только после того, как выпустил свой ролик, что это прям твоя тема. Мне все Гоша будет кричать. Я думаю, в чем проблема? Ну вот, Орать. да. У меня рвало меня прям. Но я тебе рассказывал, Да. вкратце расскажу. Значит, не было печали. Я такой думаю, а что вообще, собственно, с Катей Клэп происходит? Начну ее смотреть. Начал смотреть Катю Клэп, думаю, блин, как круто. Что-то какой-то происходит перезапуск, какой-то там что-то она себя нашла, какой-то что-то в моде ковыряется, там гардеробную делает. И начал залипать. Какие-то смотрел поездки в сырную страну, вот это вот все, Азия и так далее. Ну и это стал мой бинж-вотчинг. И вдруг, неожиданно, я только полюбил вновь Катю Клэп. Она такая: здравствуйте, сегодня я буду определять, женщина я осень или зима. И я, что? А что ты думал? Комфорт бесплатный, просто так не достается. Хоть где-то нужно поднасрать. Ну вот нашла я твою точечку. Это тоже так приятно было узнать. Все знают, как меня эта тема триггерит сильно, потому что... Теперь я тоже знаю, Да. какую камеру смотреть. Впрямую, что это очень унизительно по отношению к профессии, вообще к индустрии, и это немного инфо-цыганство, если честно. Мне говорят твои подписчики такие: ну она же в конце сказала, что это плохо. Да не умер он в конце драйва, вот это Вот вот. это вот. Да я говорю, да нет, она сидела и 26 минут говорила о том, что это работает. В смысле? Я сказала, что про макияж охрененно, и образы были классные. Но это не значит, что я весь свой гардероб-то пересоберу. Ну, то есть это упрощает, у тебя красивая палитра, и все. Ну. Это такая, знаешь, это как игрушечка. Ну, то есть вот ты как в челлендже участвуешь, ты к себе применил, все, порадовался. Но, естественно, жить по каким-то таким правилам, ну, это себя лимитировать, вот и все. Это правда. Мы сегодня будем отгадывать звезд по фотографии, не будем видеть их лица. Я знаю список, но плохо его помню. Со мной его согласовывали, но я эти фотографии не видел. Окей. Это будут все твои коллеги. Так, которые ну, имеют скорее вас- всего, я их видела. Да. Вот да, это вот. Да. Все будут ребята с Ютуба. Посмотрим, пытаемся их угадать и поставить им оценки, где 0 — это очень плохо, а 10 — это, господи, боже мой, это что, Гоша Карцев так круто нарядился? То есть это где-то вот на уровне цветотипирования. Да, мы сегодня будем типировать Но мы будем обсуждать, мы будем оценивать только лук, а не человека. Да. Ничего личного. Но если меня кто-то будет бесить, я скажу. Понятно? Так на токсичности. Поверьте. Да. Вот, что-то еще надо сказать? Подписка, лайк, шер, коммент, вот это вот все все ссылки на Катю в описании. Кто откровенный? Я не знаю. Я сразу смотрю на локацию, знаете, типа Дубай, Москва. Ой, я не знаю, у меня представление 0. Но я поставлю этому луку, давайте пока оценку. Есть у тебя предположение, кто это? Во-первых, я ни разу не видела это фото. Это не тот человек, на кого я явно подписана. Как ты в соцсетях бываешь раз в год? Цветотип, как ты думаешь, у него какой? Хрен знаю, ноги синеватые, тело розовое, поэтому цветотипа тяжело определить. Цветотип, драматик, гамин, вот это все. Ты знаешь про вот эту Я типологию? Нет, это очень Это сложно. прям- Нет, мне даже, я говорю, с цветотипом я Ага. ни хрена не поняла. С этим точно нет. Я не хочу свои ноги замерять. Икры — это какой-то вообще депрессион. Катя Клэп ни хрена не поняла с цветотипом. Придется второй ролик снимать. Обязательно. Катя Клэп разбирается в цветотипах 24 часа, не переключайтесь. Ну давай, так просто Слушай, нет, Я но думаю, это мне- Дуа Липа. Я не знаю, кто это Нет, вообще. мне кажется, это какая-нибудь девочка, там, модель, что-нибудь OnlyFans, я предполагаю. Ну, OnlyFans — это не YouTube. Я поставлю 5, потому что мне не нравится сочетание пляжной одежды с вечерней обувью или с кажуальной, и с шляпы. Не понимать. мне просто вообще здесь все не ясно, потому что если бы это были другие цвета, другие бренды в сочетании, было бы, наверное, кайфово, а так вообще... 6. Катя 0. Клэп поставила 2. Кому? Это Соня Эсмас. Добрый день. А Соня, кстати, что случилось слева, Сонь? Только вчера засыпала и думала, господи, какая самая эстетичная девушка, и как надо вот подписаться в инсту тысячелетний... Ну вот. Сонь, но это к тому образу, это не к тебе. Ой, ну это кто-то из своих друзей. Из моих? Да, я вообще понятия не имею. Но я поставлю мало денег, мало баллов, потому что мне не нравится. Что это кто-то винтаже? Смотри, татуировка на руке, во-первых. Видишь? Прикрыли. Руки красивые. Это джинсы. роман, может быть, желудь? Роман Желудь, какой хороший вариант. Ты права. какой смайлик. Ты права. Это Ну, Рома кстати, Желудь. стиль считывается.
Ну, в Ну, принципе... кстати, да. Но мне Просто, да. ботиночки не нравятся. Я не Ужасно знаю, что это отвратительно. такое. Так, может, если бы какие-нибудь казаки бы были брутальные потерты, может быть, еще Ну да, бы ну, вот во-первых, еще они Корикландеры. подвернутые. Смотри, вообще, чё, к чему? Зачем они подвернутые? Зачем они страшненькие, во-первых? А Ну фото ладно. свежее? Фото свежее? Я не знаю, не видел. Фото свежее. А то мы сейчас, знаешь, какие-нибудь луки 2012-го оцениваем, они такие, Ну, это уже не я давно. Ну, похоже, да, что это... Ну, нет, Ром, я прям один, и окей. Ром, приходи в себя там. Чисто вот, ну, я По не дружбе. знаю. Ну, потому что за Соню, вот, ну, правда, вот. Просто за Соню 2. Так бы 0 держим в голове, пишем это в дневнике. Почему за Соню? А вот так, не надо Сонечку обижать. А какую Соню он обидел? Эйсман. Когда он успел? Всегда. И мы всегда настороже Сони. Даже если нам не понравился лифчик. Хорошо. Вот, видишь? Но стиль реально узнаваемый, кстати, Да. у Романа. Каждый год мы... Это я? Да я знаю сразу по позе Это муж фотографии. твой? Ну, конечно, блин. А-а-а. Мне даже не надо... Вообще, в чем он? Я вот это вот Это- оставлю, можно оценку. Мы стесняемся. Это он стесняется? Это Ну, защитная потому что, такая, да? а что, вот, ну, сфоткать, это ж вспышка в лицо, что еще делать? Ну, нормально, это цисгендерная поза. Ну, да, кстати, такая в защите. А как вообще? Он не любит вещи, ему не интересно. Ты знаешь, мы вот сколько раз ездили там и в Японию, и еще куда-то там, в Америку. Стараюсь заходить в торговый центр. Во-первых, он не любит ничего мерить. Это я понимаю, да. Это неприятно, все это трата времени. Я ему нахожу симпатичные вещи, такие на классической стороне. Там это Йоши Ямамото, что-нибудь. классической, говорит. Да. Ну, то есть он такой вроде бы, но нравится, но потом он что-то их жалеет носить. И любит вот футболки. Ему комфортно. Ну, то есть я для человека оставила такую свою нишу. Одежда тоже некая такая амбразура. Евгений Баженов. Да. Он у меня по другим вещам. Он мозг. Это как, знаешь, мем, вот типа, как раз цисгендерная пара, типа, парень вот этот вот Шрек, а девочка с ним рядом кукла-братца. Вот у нас примерно так. Ну, это нормально. Кстати, да. Ему комфортно. Да. Он вообще И любит хорошо. носить просто черную футболку. Это вот джинсы, черная футболка, и главное, чтобы была удобная обувь, потому что для, видимо, Я такого парней понимаю. это жесть. Девочки такого так привыкли понимаю. страдать. Ну, Сколько осталось? ну, пока, ну вот так, ну что вот. Катя, чисто двойки. Ну, Катя, честно, клэп, смотри, всем не два. предвзято. Ну, Да, вот, ну, молодец. может, лучше. Я люблю, когда он рубашечки, которые мы ему купили, Йоши Ямамото, там, я не знаю. Красивые адики, а не вот эти. Ого, какое заявление. Такой 3-метровый человек. А можно еще длиннее ноги? Это фотошоп, интересно? Или прям реально 1,80 м человек? В общей картине мне нравится, потому что оно выглядит все... Да, но обувь Собрано. можно было не такую обрезающую, но все равно ноги длинные. Я не знаю, что это. Кто-то угорающий по 2000-м тоже. Какая-то ведьма, да? Очень много волос, видишь? Паутинка. Паутинка, да. Кто ты, блин? Мне нравится. Ну, я поставлю 7. О, ты близка ко мне. Кто это, говори? Я думаю, что это Эмили Ратаковски. Ну, надо кого-то сказать. Грудь не ее, но Ну, пускай скажи, будет скажи, имя. ты Я? кого? Да, назови. Давай, Да любого, кого давай угодно. Игорь Синяк. Игорь Синяк. Это Карина. Карина, а когда такие? Это фотошоп. Но она хорошо выглядит все равно. О, Господи. Кто это, мальчик, девочка? Кто, что вообще это? Кто это? Здравствуйте. Вот так кто позирует. Тоже что-то на цисгендерном. Мне вообще кажется, что это как будто мой знакомый, может быть, Или знакомая я все-таки. Нет, мужская обувь, нет? Ладно, я ставлю, ну, за и хотя бы интерес к классному внешнему виду, каким-то сложным, кроме 5. Это максимум. Сегодня не будет ни одной высокой оценки. А Карамбэби мы хорошо поставили. кстати. Да, мне понравилось. Ну что, Я люблю, короче, когда 5. есть пиджаки и костюмчики. Их очень тяжело под себя подогнать, но люблю, когда Ну, вот здесь что тоже не мальчики, что девочки получилось. носят. Ну, что поделать? Руслан Усач Шок. Честно, шок. полный. Вчера его видел. Шок. Позавчера. Выглядел гораздо лучше. Это он до расставания, наверное. Со До своим предыдущим развода. стилистом? За что? Я не знаю, кто это, но мне нравится концепт. Я понимаю, что это какой-то реп, пародия на реп. А может, это кто-то из твичевских? Парадевич? Не знаю, Это может, вот какой-нибудь Влад Бумага? Муха, здравствуйте. Прилетела на Влада бумагу, потому что я согласен с тобой. Мне нравится посыл, но можно было лучше. Мне кажется, что это настолько понятный образ. Да. Видишь, типа, я бы... И честно, это то, что я могу вообще в любой день вот так вот напялиться, там что-то... Это... Как это? Гермес
Ну вот, потому что, я как бы понимаю это. Я могу вот так выйти и спокойно себя чувствовать. Тем более, если там какие-нибудь Джорданы крутые, я только рада так Мне кажется, выйти. это не Джордан, это что-то на богатом. Да. Да, Ну Влад вот. Бумага. А, кстати, в концепт-сторе Универмаг на Яндекс.Маркете экспертный подход к выбору брендов, так что долго выбирать не придется. Вау, здравствуйте. Как это концептуально, мне нравится. Недорого, фон но как классный. будто бы, может быть, и дорого, непонятно. Может быть, это ветмо бархатное А какое-то. может быть, и русский дизайнер какой-то, тоже может быть, который пародирует ветмо. Башмак тоже ничего нравится, сапог. Платье хочется в пол, чтобы правда было, ну ладно. Слушай, Что это? в общей картине все работает отлично. Слушай, а может, это Ивлеева, но я такой образ не Нет, видел. я не видела. Мне кажется, Да. это вообще не в ее стиле. Ну, а кто это тогда? Маша Вэй. Вот, я только Саша подумала, может быть, у Спилберг. нее что-то Вэй. такое есть. Ну, давай за Вэй голосовать. Да. Ну, я за 8 поставлю Машу Вэй. Тоже, да, 8 поставлю. 8, 16. Получает Маша Вэй. Офигеть! Здравствуйте. О, какие Ой, очки! а зачем такая пляшка? Ну, русские дизайнеры все испортили. Ну, Пляшка типа матрица. Ну, зачем она на спине ремень? Господи, как их надоели. Что так плохо все со стилем? Вон татуировки. Это это Илья Макаров как будто бы. Но нет, маловат для Илюши. Это какой-то очень большой. Big Russian Boss. Я не знаю, кто это понятно. Вообще без понятия. Может быть, это Вилсаком? Вот это первое, что я подумала, но потом, а если татуировки у него, я такая... Вообще, понятно, я ничего ни разу не смотрел Вилсаком. Просто какие-то кусочки. Ну, самый, наверное, смачный, где все там про презентации. Вообще его приятно слушать. Но я, к сожалению, к технике так холоден, что мне такой контент я не могу смотреть. Ну, ты просто включи там красиво. Я буду смотреть обзор как на АСМР. палетки Джеффри Стар бесконечно, хотя мне вообще Надо на вот них все что равно. Валентину предложить, чтобы он еще Прикинь. вот это вот свайп, вот эти вот сводчи. Это будет смешно. Ну что, сколько ставим? Ну, кстати, образ ничего такой. Ну, Ну, с приколистом Да, такой. с приколом. Мне нравятся кеды. Для парня вообще класс с приколом. Вот так, да. 9 аж. Да. Потому что ты знаешь, кто это. Но Нет. это, прикинь, не он. Это Макс плюс 100-500. Ну, Максу это идет. Так. Что-то на московском. Мне кажется, это Саша. Я всегда вот... Либо Саша, знаешь, кто это может быть? Может, Мадонна Мур, у которой ты была? Не, мне кажется, это очень откровенный образ. Ну да. Слишком открыто все. А вот Саша по сексу Мне сейчас... Саша не нравится, как одевается, извините. Я бы сказала, что если бы это был ниже топ, и, может быть, или побольше, тогда бы было вообще Пошире вполне штаны себе. Хочется пошире штаны. Хочется убрать дополнительный декор на плече. Я не люблю мужские часы и большие часы на девушках. Это не совсем элегантно выглядит. И мне кажется, какая-то странная сумка. Почему она такая огромная, но она Бакрабан, камон. притворяется клатчем. Это бакрабан? Мне кажется, что-то какие-то... нет, Нет, это это какой-то Dolce Дольче Габбана. Gabbana. Вот, Я это смотрю, еще думала, без что там вкуса. эти пайетки. А это два чувака. Ну да, это Саша Спилберг. Саш, ну что-то стилиста можешь нанять тебя? А вот справа ничего. Вот по это центру, хорошо, да. здрасте. Ну, не рост небольшой, поэтому тоже очень сложно подбирать одежду. а Это есть действительно швея. нужно. Безусловно, но это геморрой. Это геморрой, да, мода это геморрой. Да, Тебе ли не знать? да. Но я ничего не подшиваю. Я подворачиваю и отрываю. А у тебя какой рост? 1,69 м. Ну давай, двойку, Спилберг, и поедем дальше. Давай трешку. Не так все плохо, но не по размеру. Вот. Мне нравится, что ты являешься собой в этом ролике. Спасибо. Это кто вообще? Настя Рештова? Вот. Типа, Вот какой-то ей пух. неудобно, конечно, там между ног это все впивается, между пальцев. Представляешь, как? Я почему-то думала, между других частей что-то впивается. Ну вообще корсет красиво сделан, Да. хотя видно, что это что-то не очень дорогое. Мне нравится запаренность, но мне не нравится сам образ, поэтому я, наверное, поставлю 6. Это для меня сегодня высокая оценка. Но интересно, как там обыграно с мейком все. Это прям Меня круто. так бесит, что такая грязная лестница, трэш. А мне кажется, это концепт. Она такая, знаешь, типа... Ну, она просто старая, скорее статуя. всего. Может быть. Мне нравится. 8 прям. Это Юля Пушман. Но она выглядит сучкой, потому что у нее resting beach face. Ну, тут такой рейсинг, тут это... Моделинг, воркинг, вот это вот... Ну, нормально такая, типа, Меган Фокс с да. Алиэкспресс. Кто-то, кто бреет грудь. Это Микус. Чисто Слушай, ну это это классика. 100% Микус. Я бы даже сказала, что это так хорошо и так банально одновременно, потому что белая рубашка Прям темная. 10. Ну, потому что это то, что беспроигрышно для меня. Вот я, в принципе, если бы черная рубашка, вот прям 10 А из 10. ты... кто думаешь, что там?
Ну, по бородке и позе, мне кажется, да. Только я 1000 лет уже Павла нигде не видела. Где он реально? Я так любил Вайны его. Да. Мы, помните, были времена, были Вайны. Их не успели запретить. Но они Вайны класс. перешли в другую социальную сеть, потом ее запретили, Да. и другую социальную сеть потом купила Вайна, и ее тоже заблокировали сейчас. Я не знаю, кто это, я понятия не имею. Это зона Кто-то в 51. Казахстане сидит. Ну, Что мне это напомнило, я не Алматы? знаю. Ну, 1 на 3, 4. Я не знаю, но фото. Ну что, но фото. Чего вы так плохо одеваетесь? Ну, это просто, знаешь, это вот для жизни. Вот как... Наушнички зато, видишь, на ногу нацепил. Но человек, я уверен, хороший. Ян Топлес. Ян, ебать, ты же лучше выглядишь. Почему такую фотографию поставили? Так это ж просто фотки с каких-то вот рандомных. Я вышла куда-то вот жопой потрясти в пустыне, какой-нибудь Burning Man. А тут, смотри, тут старается, что там вот и позы, Он вот когда эта ножка. старается, он меня веселит. Я люблю Яна, не знаю, почему-то мне кажется. Я с ним просто здрасте, до свидания. Я каждый раз, когда вижу на вечеринке, я говорю, Ян, ты супер, и убегаю. О, Господи, я знаю, кто этот Джарахов. Я видел эту фотографию вчера, этот наряд. И я думаю, Эльдар, успокоишься уже когда-нибудь? Эльдар, я не знаю, зачем, вот Эльдар прям борщит всегда. Он же такой харизматичный. Ему надо, вот, кстати, ему точно нужно ходить в футболке и джинсах. И без ничего больше не наряжаться. Чересчур всего, но Да. мне нравится, все равно мы живем в мире, где типа любые отходы от нормы, это все порицается. Круто, что парень экспериментирует, и типа какие-то обрезанные пиджачки. Вот за это я ставлю большой плюс. Собака нам здесь не нужна. Вполне возможно, что это просто вот так вот, безо всего, вот он выглядел намного круче. Это стилист вообще у него конь. Но он любит вот такое, смешарики, вайбс. Ноль, сори, Эльдар. Ну, как Давай бы, вот мы так. оцениваем образ. Если он будет ходить как Джеймс Давай Дин, вот так. будет круто. Потому что, ну, 2 мы знаем, кому я ставлю. Это все-таки хотя бы эксперимент. Джарахов. Ну, вот прикольно. Другие образы классные. Это он на съемке. Ну, вот так он выглядит прикольнее, чем вот так. Да. Не знаю. И когда, слушай, он такой харизматичный, что вот с этим костюмом ты в первую очередь смотришь на лицо. Типа на усики, на вот эту завитушечку, Так ему химию. вообще ни в чем не нужно, Да? ну, не надо. Ну, это я. Да, реально. Не надо было А я говорить? не знал. Ладно, Ну, давай. 0. Сри. А Таля где? Ну, я еще была в процессе похудения. Нет, я тут она из-за одежды, я не к этому. Это не шейминг сейчас был, фигура. Зима. Слушай, Зима. Халат. Ну, кстати, образ норм. Я бы поставил 6 ему. Ну, про талию Не я согласна. подлизывайся. Если бы она была бы... Ну, если либо бы бы монолитом, если бы вот это было одного цвета, А серый ютуберы топ не... с... Это рубрика «Ютуберы не умеют фотографироваться». Ты вот еще талию себе перерубил, вот эта вот херня зачем Да, сзади, согласна, Да? Чё это, к чему? согласна. Это твой дом? Да. Это гараж. Ну. Опа! Это ты в Poison Drop шла на съемку? Тоже платье? Это Мне тоже на другой А день? ты сама одевалась в Poison Drop? Да, я всегда сама. Мне понравилось это видео, как ты там выглядела. Ну, здесь у нас какие-то сливки. Ну, фотки реально. Ты на зоне? Да, это, между прочим, кто у нас этот институт... Лондоне? Москва. Институт это Мархи или кто там рядом. Я аж офигела, какое у них охрененное пространство рядом. Это Барби, а ты слева или справа? А вот хороший вопрос. А вот, кстати, блин, мне кажется, что ты слева. Я сейчас на сиськи твои посмотрел. Они такого размера у тебя. Блин, а я не знаю, кстати. Нет, ну это слева, потому что мне кажется, что это больше про тебя. Но если Теперь ты больше. слева... Ну вот луку справа я поставлю 4, а луку слева я поставлю 7. Это ты Я слева. коровка. Я Ты коровка. коровка, да. О, тёлочка. Тиана, кстати, узнаваема. Но мне Тиана нравится больше, когда она не Барби, когда она не инфантильна, когда она женщина. Я люблю, когда она женщина. Она больше в классике обтягивающая или как понять женщину? Ну да, когда она типа более строгая, вот без вот этого барбикора, вот этого рюш и прочего. Мне кажется, это не очень... Ну, это чуть-чуть ее простит. Мне кажется, вообще ей все идет, все, что связано с такой альтернативной модой да, и да, кей-поп. согласен. Она просто То есть такая она малышка. большой фанат всей темы. И Да. вот все, что Blackpink носит, это ей прям... Все, закончились фотографии. Кто у нас... Во-первых, какие мы выводы сделали, да? Ебать плохие фотографии у ютуберов. Просто пока это прям самые сфотографируюсь на фоне своего дома в снегу. Или на фоне зоны. Подчеркните, пожалуйста, на фоне своего Своего дома на Ты- расчищенной дорожке в снегу, А ты должна в белом. этот момент спросить, Гош, а ты на фоне своего дома фотографировался? У меня нет дома! Но фотографии реально мрачные. Луки мужские, просто трэш. Мужчины в России вот как бы не умеют одеваться. Ну, слушай, выложила раз в полгода какую-нибудь фотку в запрещенную
все эти, типа, отметился, и все. А у тебя какие-то выводы есть еще из этого? То, что Ну, я ты- вижу, что, типа, у нас действительно даже блогеры, которые занимаются музыкальной карьерой и ведущими, то есть конкретно стараются методом проб и ошибок, но я благодарна просто за старание, потому что шоу хочется, чтобы не просто уходил кто-то в черном платье, А ты про кого это пел и говоришь? уходил. Но смотри, у нас Джарахов был яркий образ, у меня сразу Да, он отпечатался, хорошо. плохо Да, или хорошо, тоже, это да, ярко. да, окей. Ну, естественно, Чана, потому что ее день рождения, это ее образ, и вот это фактически такое же выступление. Ну, я Блогеры и прям- видео, это не Я про прям это. не ожидал, что будет так. Я думал, что все равно какие-то будут прикольные штуки. Я думал, о, классно, крутая категория, посмотрим на ютуберов, будет что обсудить. Бля, я просто в шоке, Зато если часы у честно. всех. Часы, Зато да, на фоне, там, не знаю, их фотографирует Тесла, да? вот это Ну в вот. целом, мне кажется, это да, реально YouTube, что ютуберы зарабатывают, и они зарабатывают. Все равно ютубовские деньги, они сложнее, чем инста-тиктоковские. Поэтому все и вкладывают в тачки, в часы правильно, да. и в дома. Это мы тоже поняли. И сейчас будет самое интересное. Так. Мы узнаем список самых стильных по нашей версии, благодаря голосованию нашему. Третье место. 100-500 Юлия Юля Пушмана. Пушман и А 100-500 плюс яркий 100-500. там образ. Ой, извините. Ага. Прикол. Второе место Крамбейби. Карамбэби. Кариночка, привет. Первое место Маша Вэй, Влад Бумага и Паша Минус. Вот это да. Паша Микус. Это я, потому что, да, десятку поставила? Десятками своими вонючими. Паша Микус, блядь, на первом. По версии Кати Клэп и Гоши Карцева, самый стильный ютубер — это, блядь, Паша Микус. Вот как поднасрала, да? Вот все карты смешала, всю колоду не там купила. Вот, ну да. А знаешь, Спилберг нахуй пойдет со своими этими. Я радуюсь, что ты любишь шмот. И я очень сильно всегда люблю людей. Как бы, понятное дело, что я как профессионал, у меня свои к тебе по поводу образов, но мне нравится, что ты продвигаешь вещи, что ты любишь, и что тебе нравится. Ты там этот гардероб уже за***ла, все только с ними делала, перевешивала, пересортировала, Да. мерила, экспериментировала. И это здорово, потому что я люблю, когда люди любят одежду и используют это как инструмент, а ты именно этим и пользуешься с самого-самого-самого начала своей карьеры. Спасибо тебе большое. Это правда. Это очень весомый комплимент, что ты это заметила еще с тех времен. Ладно, пока, Кать. Пока, Спасибо, что Кать. пришла. Пока, Кать. Я не знаю, но это кто... знаешь, кто это? Это кто-то вот типа Дима Масленников, который снимает. Я залез в дыру 17 часов без воздуха. Вот этот вот контент. Я строю дом из говна и палок. Это я строю дом из говна и палок.